Привет! В этой части мы поговорим о полезных советах и дополнительной информации, которую нужно знать перед тем, как полететь на Сейшелы. Поехали! Перед тем, как вообще начать покупать билет, вам надо решить, в какое время года вы хотите туда полететь и почему именно тогда. На Сейшелах климат тропический, жаркий круглый год, со средней температурой воздуха от плюс 26 до плюс 32 и температурой воды от плюс 23 до плюс 30. Благодаря своему экваториальному расположению Сейшельские острова не испытывают больших изменений, из-за чего в принципе погода круглый год идеальна для отдыха. Однако на страну влияют юго-восточные и северо-западные пассаты, ветра, которые предопределяют погодные закономерности на островах в течение года. Поэтому лучшее время для поездки на Сейшелы зависит от того, как вы хотите провести там время. С ноября по март, а отчасти также в октябре и апреле, там длится сезон дождей, особенно обильные осадки в декабре и январе, когда дожди идут чаще и интенсивнее, но не продолжительны. И обычно солнце возвращается примерно через 30-60 минут или около того. В это время ветер слабый, а воздух душный и влажный из-за северо-западного муссона. Самые знойные и жаркие месяцы в году – ноябрь, март и апрель, иногда еще октябрь и май. Температура в этот период легко достигает плюс 32-33 градусов. В то же время отсутствие ветра обеспечивает идеальную видимость под водой. Поэтому это лучшие месяцы для снорклинга и подводного плавания. Для рыбалки и безопасного купания в океане в принципе подходит весь период с октября по апрель. Но год году рознь, поэтому надо дружить с головой и проверять прогноз погоды заранее, хотя бы на несколько недель вперед. А с июня по сентябрь, а отчасти также в мае и октябре, когда преобладают юго-восточные пассаты, стоит ветреный, сухой и немного более прохладный сезон. Самые холодные месяцы в году – июль и август, со средней температурой плюс 25, плюс 26, являются кульминацией периода юго-восточных пассатов. В этот период из-за ветра море довольно неспокойное, особенно вдоль берегов, выходящих на восток и юг островов. Поэтому купание в этот период года может быть крайне опасным из-за сильных течений и волн. Из-за ветров видимость под водой не такая высокая, поэтому снорклинг и дайвинг в этот период времени тоже не особо популярен. Зато эти месяцы идеально подходят для активных отдыхающих, в том числе для любителей парусного спорта, кайтсерфинга, виндсерфинга и пеших прогулок по горам и национальным паркам, так как влажность воздуха гораздо ниже и не так жарко. После того, как вы определились с датой полета на Сейшелы, вам надо знать, какие документы требуются, чтобы легально попасть на Сейшелы. Виза не нужна. Вместо визы надо заполнить онлайн-анкету максимум 10 дней перед датой вылета, где требуют предъявить кучу разных документов, чтобы получить так называемое разрешение на въезд. Всю нужную актуальную информацию на этот счет вы можете получить на их официальной стороне seychelles.govtas.com. Требования временами меняются, поэтому лучше всегда их перепроверять. Я побывал на Сейшелах под конец пандемии коронавируса, поэтому тогда требования были немного другие. Сейчас же обязательные документы – это важный паспорт минимум 6 месяцев перед окончанием даты важности, цифровая селфи-фотография, ваши контактные данные. Кроме этого, копия билета с датой прилета и отлета, подтверждение всех ночлегов на каждую ночь. Можно сделать цифровую распечатку всех резерваций в PDF-файлы на Booking.com или Airbnb. Все это загружаете на эту сторонку во время заполнения анкеты, оплачиваете дебет или кредит картой и вуаля! Теперь официально ждете от полдня до 2 суток. Я же получил ответ с разрешением на въезд спустя всего 2 часа. Цена за разрешение на въезд может меняться. Насколько я помню, год-полтора назад оно стоило 66 евро. На данный момент, я думаю, вы окончательную цену узнаете только под конец заполнения анкеты.
Дополнительно к этому надо иметь медстраховку, покрывающую медиздержки, если заболеете коронавирусом. Самое легко зарезервировать ночлеги через booking.com и Airbnb. В принципе, не надо быть миллионером, чтобы найти хорошее жилье на Сейшелах. Я платил от 45 до 80 евро за ночь, когда там был. И оно было очень даже ничего. Сейчас цены, конечно, выросли, но выбор есть на любой вкус и цвет. От дешевого жилья до 5-звездочных отелей за 1000 евро за ночь. Что еще взять с собой на Сейшелы, кроме обычных вещей, которые люди берут, когда едут в отпуск? Из-за того, что Сейшелы находятся возле экватора, там очень сильное солнце. В связи с этим там очень легко сгореть. Поэтому возьмите с собой мощный солнечный фильтр, также легкую, но с длинным рукавом рубашку, штаны и кепку или шляпу. Обязательно возьмите увлажнитель для кожи и средства от солнечных ожогов. Я сгорел на второй день моего приезда туда, хотя день и не был аж таким солнечным. Поэтому пришлось купить в аптеке средства от ожогов. Дополнительно возьмите что-то от укусов комаров и мошек. Особенно их много на закате и рассвете. Кстати, если вы летите на Сейшелы во время сезона дождей, то возможны тропические ливни. Но иногда может покапать даже в сухой сезон, но коротко. Поэтому лучше возьмите с собой зонтик или легкую куртку, на всякий пожарный. Если собираетесь лазить по горам, обязательно возьмите с собой удобную обувь, иначе натрете мозоли. К этому мини-аптечку и много мелких и больших пластырей на ранки или мозоли. И если вас укачивает, возьмите таблетки от этого и морской болезни, если намереваетесь воспользоваться паромами. Кстати, там розетки, как в Англии, тройная втычка, поэтому не забудьте взять переходники с собой. Если собираетесь заняться снорклингом, лучше берите все снаряжение с собой, если будет такая возможность. На Сейшелах это будет дорого стоить, и не всегда на всех его будет хватать. Об этом мне даже говорили местные, когда я делал снорклинг на Праслине. Итак, вы получили разрешение на въезд, собрали чемодан и прилетели на Сейшелы. Любой прибывающий туда первым делом попадает на остров Маэ, где находится единственный международный аэропорт. Поэтому, если захотите побывать на других островах, вам надо знать, как туда попасть. 99% всех туристов перемещаются между трех островов – Маэ, Праслин и Ладиг. С Маэ на Праслин можно добраться на катере, пароме, самолете или вертолете. С Маэ на Ладиг вы можете попасть только на катере, пароме или вертолете. Там нет аэропорта, поэтому самолеты туда не летают. С Праслина на Ладиг и обратно туристы обычно добираются паромом, так как эти острова находятся относительно недалеко друг от друга. Итак, полет с Маэ на Праслин местной авиалинии Air Seychelles занимает 15-20 минут и в среднем стоит от 80 до 130 евро в одну сторону, в зависимости от времени суток. Частные перелеты вертолетом на Сейшелах осуществляет местная авиакомпания Zil Air. Стоимость билета зависит от количества пассажиров, модели вертолета, веса багажа. Цена варьируется от 350 до 2500 евро за перелет. Точную информацию компания предоставляет только по запросу. Путешествие может включать небольшую обзорную экскурсию. Полет вертолетом с Маэ на Праслин или Ладиг длится в районе 17-18 минут. С Праслина на Ладиг не более 5-7 минут. 1-2 раза в день между островами Маэ и Ладиг с остановкой на Праслине ходит катамаран Кэт Кокос. Взрослый билет в одну сторону с Маэ до Ладиг стоит от 72 евро и выше и занимает в среднем 1 час 45 минут с остановкой на Праслине. С Маэ до Праслина стоит от 60 евро и выше и занимает 1 час 15 минут. Также несколько раз в день между Ладигом и Праслином курсирует скоростной катамаран, который стоит ориентировочно 14 евро. Время в пути от 15 до 20 минут.
Ниже в описании вы сможете найти веб-сайты, с помощью которых сможете купить билеты на паром, вертолет или самолет. Да, если намереваетесь перемещаться по островам на паромах, то лучше брать с собой таблетки от укачивания, от морской болезни, чтобы не стошнило. Всегда их можно купить в местных аптеках на Сейшелах, в любом месте. Когда я там был, погода была нормальная, ветра не было, поэтому море было тихое. И я даже не брал никаких таблеток. Но выбор за вами. Теперь, когда вы уже находитесь на выбранном вами острове, возникает вопрос, как по нему перемещаться. Начнем с Маэ. Сначала, когда вы прилетаете на Маэ международным рейсом, не берите такси в аэропорту, чтобы доехать к месту назначения. Лучше договориться напрямую с отелем или гестхаузом, где вы снимаете номер. Тогда они обычно забирают вас с аэропорта бесплатно или гораздо дешевле, чем такси. На Маэ и Праслине вы можете снять машину. Благодаря этому вы будете более гибкими и независимыми от местного транспорта. В среднем цена съема была 40-50 евро в день. Сейчас, возможно, цены повысились. Кстати, движение там левостороннее, как в Англии, и скорость движения 40 км в час в большинстве случаев. Только в одном месте на Праслине, я помню, можно было ехать официально 65 км в час. Местные советуют ездить ближе центральной линии разметки на дороге, так как дороги узкие и обрывистые. Можете слететь с шоссе в кювет или еще хуже с горки вниз. Старайтесь не ездить после захода солнца в потемках, так как часто нет освещения вообще. Плюс обрывы по окраинам дорог, сами же дороги узкие, а в горах еще и очень крутые и виляющие. Я один только раз возвращался домой после заката, когда уже стемнело. Никому не советую повторять эту ошибку. Местные могут просто стать на дороге и начать разговаривать с друг другом. Или просто пешеходы идут по дороге и не обращают никакого внимания на машины. И начинаешь их замечать только в последний момент в потемках. То есть ты постоянно в полной концентрации и напряжении. Кошмар. Пробки тоже бывают на дорогах. И есть дорожные пираты, что гоняют быстро. Поэтому лучше взять маленькую юркую машинку, а не громоздкую и здоровую. Если вы не хотите снимать машину или просто боитесь из-за левостороннего движения и узких дорог, то на Маэ и Праслине есть отличная сеть автобусов, на которых за копейки вы можете перемещаться по этим островам к большинству местных достопримечательностей и пляжей. Расписание автобусов сможете найти по ссылке в описании. Цена в среднем от 45 центов до 1 евро за билет в зависимости от пункта назначения. На Ладиг, так как остров очень маленький, 5 на 3 километра, вам ничего не потребуется, кроме собственных ног, или если вы захотите, вы всегда сможете снять велосипед в своем отеле или на улице. В среднем цена 10 евро в день за прокат велосипеда, но всегда проверяйте состояние велосипеда, чтобы камеры были полные, не скрипел, тормоза работали и скорости переключались. Потестируйте, проедьтесь немного перед тем, как его брать. Кстати, можете посмотреть ролик об этом райском острове по ссылке вверху. Вы нагуляли себе аппетит и теперь ищите место, где можно вкусно перекусить или купить продукты, чтобы самому себе что-то приготовить. Естественно, что цены в хороших ресторанах на Сейшелах довольно дороги. В среднем за вечер на одного человека вы можете выдать от 50 до 100 евро за главное блюдо, напиток и десерт. Если же вы ищете более бюджетный вариант, вы можете питаться в тех же местах, где и большинство местных забегаловках, тэкэвэях, где за 5-10 евро можете себе взять большую порцию главного блюда, какого-то карри или курицу с рисом и овощами. Очень советую посетить базар Лабрин на пляже Бовалон на острове Маэ по средам вечерами. Такие там вкусняшки, пальчики оближешь. Об этом месте я рассказал в ролике об острове Маэ, смотрите по ссылке вверху. Ну или если у вас будет время и возможность самим готовить еду, можете покупать свежие овощи, фрукты, рыбу или морепродукты на местных базарчиках или мелких магазинчиках за относительно приемлемую цену.
Да, на главных островах Сейшел есть сеть супермаркета STC. Самый большой размером из них находится на юг от Виктории на острове Маэ. Он довольно огромный даже по европейским меркам, и выбор там тоже относительно большой. Цены дороже, чем на базарчиках, но зато и выбор гораздо больше. Сейчас короткий очерк о ценах в нем, но помните, что цены, можно сказать, годичной давности. Хлеб 1 евро стоит. Булочки такие эти круассаны. Где-то 70 центов стоит. Вот такая здоровая лепешка. Тоже где-то 80 центов. Сладости по 1 евро. Это тоже меньше 1 евро. Виноград дорогой. Да, такая упаковочка, полкилограмма. Где-то 4 евро. Чуть меньше, между 3,5 и 4. Яблоки. В среднем меньше 2 евро. Где-то евро 80. Зато килограмм бананов 70 центов. Ох, ё-моё, какие цены, мечтать. Килограмм картошки где-то 70 центов. 70-75. Нормально. Вот такой вот перец тоже где-то меньше 4 евро. Дорого. О, помидоры дорогие. 88 рупий. Это где-то так. Чуть меньше 5 евро. Не, куда? Больше. 6. Меньше 6 евро. Между 5,5 и 6 евро. Вау. Огурчики. Где-то меньше 3 евро. Яйца. 39 рупий. Это где-то 2 с копейками евро. Ирландское масло. Ну, в среднем масло стоит между 3,5 и 4 евро. Упаковки сыра. В принципе, где-то в среднем 2,5 евро. Плюс-минус. А вот такие упаковки колбасных изделий очень дорогие. Вижу, что от 10 до где-то 15 евро в среднем стоит. Это гораздо дороже, чем у нас в Европе. Хотя вот здесь есть такие упаковочки, там не знаю поскольку, по 5 таких порезанных кусочков. Индюшатина, вот какая-то салами. То оно в среднем где-то 1 евро с копейками. Можно, как туристу можно брать это. Тюна филе 3 евро где-то. Прикольно. За 600 грамм. Котлеты 3,5 где-то евро. Нормально. Шашлычки где-то между 3,5 и 4 евро. Вау. Ох, такой здоровый кусок тюны. 1 килограмм 400 грамм стоит где-то 10 евро. Нормально. А вот это что за рыбка? Борделис. Какой-то борджедис. Где-то, не знаю, 30 с копейками евро. Вау. Консервы, то, что мы любим. Салман, ё-моё. 1 евро. Меньше 1 евро. Где-то 1 евро тюна. Как дешево здесь. Вау, рыбка, да, понятное дело. Кругом океан. О, такая курочка. Меньше 2 евро. Горошек тоже в среднем цена. Чуть меньше евро или чуть больше, в зависимости от производителя. Бинсы тоже зависит от упаковки. Более маленькая меньше евро, более большая где-то евро 20 центов. Соки разные в среднем стоят за 1 литр где-то 1,5 евро, 1,5-2. Нормальная цена. Какие уникальные сувениры можно привезти с Сейшел? Безусловно, самым культовым сувениром является местный коко де мер, или морской кокос. Визуально он напоминает женские ягодицы, и его можно купить в авторизованных сувенирных магазинах. Будьте готовы заплатить от 200 евро и выше за приличный образец. Но всегда проверяйте, есть ли у них зеленый сертификат происхождения.
наклейка с кодом. И убедитесь, что вы запрашиваете экспортную лицензию, если планируете вывести ее из страны. Обратите внимание также на украшения из кораллов, морских ракушек и черного жемчуга. Кроме того, здесь можно приобрести духи, текстиль и соломенные шляпы местного производства, а также картины и другие произведения искусства местных художников. Чаи, специи и местная ваниль также являются популярными подарками, которые можно привезти домой. Все эти сувениры и изделия ручной работы можно найти в небольших магазинах и на рынках на всех главных островах Сейшел. Причем самый большой выбор находится в столице Виктории и вокруг нее на острове Майя. Среди них особенно можно выделить такие магазины, как Exotic Scent Seychelles, Yves Souvenir Cachet, Coopérative des Artisans, Pineapple Boutique Seychelles или сувенирный отдел на втором этаже базара сэра Селвина Кларка. Кроме того, отличный выбор сувениров находится в деревне ремесленников Domaine de Val-de-Pré на острове Майя. Но если у вас не будет совсем времени на покупки сувениров, вы всегда это сможете сделать в аэропорту, но немного дороже. Кстати, там отличный выбор. Теперь немного важной дополнительной информации, о которой люди задумываются, когда уже находятся на месте, и о которой хотели бы знать заранее. Кто хочет иметь связь и интернет, можете купить сим-карту сразу в аэропорту в киоске Airtel или Cable & Wireless. Увидите их сразу же после выхода из зала прибытия наружу. Я там купил был сим-карту 3 гигабайта за 26 евро. И в принципе связь была нормальная. Мне этого хватило спокойно на 8 дней отпуска. Только иногда в горах и джунглях связь терялась, а так нормалек. Есть два обменника в аэропорту, но не меняйте много и не выкидывайте чеки с обменника. Пригодятся, если захотите в конце путешествия обменять местную валюту назад на евро или доллары. В центре Виктории тоже есть обменники. Лучше брать с собой евро. Во многих местах, дорогих ресторанах, отелях можно платить ими, но на базарах, мелких ресторанах, забегаловках, тейквеях всегда платится местными рупиями. Поэтому меняйте, но с головой. Я пользовался банкоматом банка MCB, так как узнал заранее, что он вообще не берет комиссионные за обслуживание и переконвертирование валюты с моей карты. Но все мы с разных стран и пользуемся разными банками, поэтому сами проверяйте заранее, будете ли платить комиссионные или нет. Расположение банкоматов этого банка на территории Сейшел найдете в описании ниже. Как вы увидите, большинство людей лежит на пляжах под пальмами. Но будьте внимательны при выборе места под пальмой. Почти на всех висят кокосы, которые очень часто падают, поэтому постарайтесь расположиться не под ними самими, а чуть сбоку. Иначе можете получить такой вот шишечкой по голове, и не только. К сожалению, случаи получения травм от кокосов нередки, но предупрежден, значит вооружен. В водах Сейшел водится кусачий прозрачный планктон. Слава богу, он обитает не на всех пляжах. Помню, он точно был на пляже Анс-Жоржет на Прослине и еще на нескольких, но уже забыл точно на каких. Купаешься, и тут кто-то тебя начинает кусать, как комарик. Смотришь, никого нет, а кто-то кусает. Позже узнал от местных, что это планктон, так что будьте готовы к такому сюрпризу, но не паникуйте. Слышал, что есть пляжи, на которых водятся морские ежи, и надо одевать специальную обувь, чтобы не проткнуть их иголками себе ступни. Но если честно, не встречал ни одного человека и не слышал даже о таком событии. Поэтому выбор ваш, но, как говорится, опять же, предупрежден, значит вооружен. Кстати, на пляже Анс-Лацио на Прослине с левой стороны пляжа в воде часто можно встретить небольших скатов, которые зарываются в песок и греются на солнышке. Поэтому будьте внимательны и опять же смотрите под ноги. На некоторых пляжах островов Майя и Прослин на определенных деревьях водятся мелкие желтоватые гусеницы с темными пятнами и покрытые волосками, при контакте с которыми образуется кожная сыпь.
которая позже начинает зудеть и чесаться. В некоторых случаях это может даже привести к воспалению глаз и дыхательной системы. Поэтому лучше всего не сидеть под деревьями, на которых водятся эти гусеницы. По всей видимости, лучше всего лежать под пальмами, но смотрите, чтобы не лежать прямо под кокосами, а чуть-чуть в сторонке, чтобы они на вас не упали. В любом случае, лучше всего спросить в отеле или местных, где самое безопасно лежать на пляже и на каких деревьях могут водиться эти гусеницы. Опять же, не на всех пляжах они водятся, просто проверяйте деревья и полотенце перед тем, как на него лечь. Министерство здравоохранения Сейшел заявляет, что данная сыпь может длиться несколько дней, но ее можно лечить при помощи антигистаминных препаратов, таких как, например, каламин. Оно также советует при контакте с гусеницами принять душ, переодеться, постирать эту одежду в горячей воде и стараться не чесаться в данном месте. Если что-то случилось и вы заболели или поранились, едьте в Европейский медцентр в Виктории на острове Маэ. Все туристы обращаются туда за хорошим медсервисом. Проверяйте на ночь комнату, где вы остановились, квартиру или дом, на пауков, многоножек, скалопендр, тараканов, ящериц и другой дичи. Перед выходом из дома можете закрывать окна и двери и включать air condition, если хотите прохладу, когда вернетесь домой. Или если оставляете окна открытыми, ждите гостей. И всегда, если открываете и вынимаете или засовываете что-то в сумку, чемодан, рюкзак, то закрывайте его до конца, иначе какие-то гости залезут в него и вас ждет сюрприз, когда вернетесь домой с отпуска. Одна моя знакомая так привезла с собой здорового тарантула в чемодане и чуть не умерла от страха, когда открыла этот чемодан и увидела, какой сюрприз ее там ждет. Всегда закрывайте машину на ключ и забирайте с собой важные и дорогие вещи из-за растущего криминала. Особенно опасен район пляжа Анс-Рояль на острове Маэ. Все из-за растущего наркотрафика и любви местных к спиртным напиткам. Об этом и других минусах жизни на Сейшелах я расскажу более подробно в конце этого фильма. Да, кстати, если вы вдруг резко захотели обручиться на одном из этих райских островов, то сама вся эта брачная церемония, в которой будет включено все, человек ЗАГСа со всеми официальными бумагами, фотограф, шампанское, будет вам стоить в среднем 1300-1500 евро. Просто свяжитесь с ближайшим к понравившемуся вам пляжу отелем и договоритесь с ними об этом мероприятии напрямую. Или поищите такие агенции в интернете. Если хотите легально пользоваться дроном на территории Сейшел, надо официально зарегистрировать его на специальной стороне. Ссылку на нее вы найдете в описании. И если эти съемки будете использовать для себя лично, как туриста, тогда регистрация бесплатная, но во многих местах нельзя будет снимать с дрона, как, например, на пляже Анс-Жоржет на Прослине, так как находитесь в зоне аэропорта. А если как бизнес-проект с целями заработка, то вроде как оплата 200 евро с копейками, и тогда можете летать даже над запрещенными местами, но надо тогда им заранее описать весь свой график съемок. Но судя по тому, что я видел, большинство людей не регистрировалось и так пользовались дроном. Полиции, если честно, я даже ни разу не видел за все время пребывания на Сейшелах. В целом, если вы хотите посетить все 3 популярных острова – Маэ, Прослин и Ладик, плюс поделать несколько дополнительных экскурсий, плюс какой-то снорклинг и дайвинг, то есть сделать полный пакет всего, что возможно на Сейшелах, то советую посетить и оставаться на Сейшелах минимум 10 дней, а лучше так на спокойно 2 недели или более. Дополнительно хотел бы вам немного рассказать о минусах жизни на Сейшелах, о которых я узнал от самих местных. Как говорится, нет идеальных стран для жизни, всегда даже в раю будут какие-то минусы. Вот про них я и спрашивал местных, и вот что они мне ответили. Самый большой минус для них – это шиппинг, то есть время получения посылки. Когда они заказывают что-то онлайн,
то доставку они ждут не так, как мы, от нескольких дней до нескольких недель, а обычно ждут от нескольких месяцев до полугода. Представляете? И когда я их спрашивал: окей, вы живете и работаете в раю, но вы также идете в отпуск. Как вы его проводите? Вы остаетесь здесь или вы куда-то летите? И знаете, что они мне отвечали? И опять же из-за тех же самых проблем с логистикой, они летают куда-то, чтобы делать шопинг, то есть закупаться какими-то продуктами, техникой или одеждой. Особенно популярны направления Индия и Эмираты с Дубаем. И если кто-то может себе позволить, Европа. Так что будьте благодарны, что вы имеете доступ к такому большому ассортименту товаров. И что в зависимости от наших стран наша почта более-менее хорошо работает. Ну и второй самый большой минус жизни на Сейшелах – это рост криминала и наркотрафика. Не говоря уже о любви местных мужчин к алкоголю и их слабой голове. Местные мне говорили, что молодежь все больше и больше подсаживается на наркотики. И чтобы иметь постоянный доход, чтобы их покупать, начинают воровать. Воруют все, что плохо лежит. И потом стараются продать это на местных рынках. Поэтому запирайте окна и двери, свои жилища и машины. И не оставляйте ничего на виду, чтобы не кусить, как говорится. Они мне говорили, что уже было несколько случаев нападения на туристов в целях ограбления. Особенно опасна территория пляжа Анс-Рояль на острове Мае. Но и так это совершенно другой уровень криминала, несопоставимый с нашим. Поэтому в 99% случаев можете расслабиться и наслаждаться своим отпуском в этом сказочном месте. На этом все, друзья. Желаю вам отличного, незабываемого и полного новых позитивных впечатлений отпуска на райских Сейшелах. Пока!